Сирена, пожилая кошка, с мягкой серо-дымчатой шерстью и умными янтарными глазами, потеряла самого дорогого для себя человека, своего хозяина, с которым прожила всю долгую и спокойную жизнь. Он был для нее не просто человеком, он был всем ее миром. С ним начинались ее утра, когда она, сладко потянувшись, тихо мяукала у кровати, ожидая, когда он откроет глаза и улыбнется. С ним она проводила вечера, лежа на его коленях, пока он читал или смотрел телевизор, мягко касаясь лапкой его руки, словно напоминая «я рядом». Они делили радость, тишину и даже грусть. Но однажды хозяин не проснулся. Люди пришли в дом, забрали его вещи, и маленький, уютный мир сирены рухнул. Осталась лишь тишина, запах старого кресла и следы на подоконнике, где она раньше наблюдала за птицами. Потом пришли чужие люди, ласково, но решительно. Посадили ее в переноску и увезли в приют. Там все было иначе. Шум, запах дезинфекции, голоса, лай собак, мяуканье других кошек — все сливалось в тревожный гул. Сирена не понимала, где находится. Она сидела, прижавшись к стенке своей клетки, глаза широко раскрыты, зрачки расширены. Ее сердце стучало быстро и больно. Прошло несколько дней, потом недели. Сирена постепенно начала понимать, что ее прежняя жизнь больше не вернется. Каждый день она наблюдала, как люди приходят и уходят, как они останавливаются возле клеток с котятами, улыбаются, берут их на руки, а потом уносят навсегда. Сирена видела, как двери за ними закрываются, и снова наступает тишина. Ее клетка находилась недалеко от окна, и она часто подбегала к стеклу, когда кто-то проходил мимо. Она высовывала лапу, стараясь привлечь внимание. Ее глаза были полны надежды. Возможно, кто-то обернется, кто-то увидит, кто-то поймет. Но чаще всего люди проходили мимо. Они бросали быстрый взгляд, улыбались, но потом переходили к молодым кошкам или котятам, игривым, подвижным, с блестящей шерстью и яркими глазами. Пожилым кошкам редко везет. В их взгляде слишком много прожитого. В движениях — осторожность, в поведении — тишина. Люди часто думают, что такие кошки не принесут радости, не будут играть, не будут долгими спутниками. Но в их сердцах живет мудрость и верность, которую не может дать ни один котенок. Сирена не теряла надежды. Каждый раз, когда кто-то проходил мимо, она снова тянула лапу, терлась о стекло, тихо мяукала, словно говорила: «Пожалуйста, посмотри на меня. Я тоже умею любить». Работники приюта часто замечали ее поведение. Они ласково называли ее «наша сирена с сердцем на лапке». Ее история тронула даже самых равнодушных. Но, несмотря на всю доброту волонтеров, дни в приюте тянулись однообразно. Утром миска с кормом, уборка клетки, несколько минут общения, затем долгие часы одиночества. Иногда кто-то гладил ее через решетку, и она прижимала уши от удовольствия. Но когда рука исчезала, сердце снова сжималось. Так прошел почти год. Сирене исполнилось 13 лет. Для кошки это уже почтенный возраст, и шанс на новый дом становился почти призрачным. Тогда одна из волонтерок написала о ней пост в социальных сетях. Она сфотографировала момент, когда сирена, сидя у стекла, тянет лапу к проходящему человеку. Подпись под фотографией гласила: «Эта лапка ждет твоего прикосновения». Сирена потеряла все, но не перестала верить в любовь. Пост быстро разошелся по интернету. Люди писали комментарии, делились публикацией, выражали сочувствие, но никто не решался приехать. Казалось, сострадание существует только на экране. И все же однажды утром, когда солнце только поднималось над приютом, на стоянке остановился старый серебристый автомобиль. Из него вышел мужчина средних лет, с усталым, но добрым лицом. Его звали Томас. Он недавно потерял свою старую кошку, которая прожила с ним много лет, и, прочитав историю сирены, почувствовал, что должен ее увидеть. Войдя в приют, он остановился у стеклянных клеток и сразу узнал ее. Сирена сидела, как обычно, глядя в окно. Когда она повернула голову и увидела мужчину, их взгляды встретились. Он подошел ближе, и она тут же протянула лапу к стеклу. Мужчина улыбнулся, опустил руку, приложив ладонь с другой стороны. В этот момент между ними будто пробежала искра. Сирена тихо замурлыкала. Волонтеры, наблюдавшие за этой сценой, понимали: это не случайность, это судьба. Томас заполнил бумаги, подписал документы, и в тот день сирена покинула приют.
Никто не знал, что это был последний раз, когда она тянула лапу через стекло. Дорога домой была спокойной. Кошка лежала в переноске, но ее глаза не были полны страха, как раньше. Она внимательно смотрела на мужчину, сидящего рядом, и тихо урчала, будто чувствуя, что снова нашла кого-то своего. Томас назвал ее Хлоя. Новое имя, новая жизнь. В доме, куда они приехали, пахло теплом, деревом и чистотой. Там было мягкое кресло у окна, корзина с игрушками, миска с водой и уютный уголок у батареи. Хлоя сначала осторожно осмотрелась, обнюхала углы, потерлась о мебель, потом подошла к мужчине и, не раздумывая, запрыгнула к нему на колени. Она прижалась всем телом и замурлыкала. Томас засмеялся, гладая ее по спине. Это был момент, когда два одиноких сердца нашли друг друга. В первые дни Хлоя почти не отходила от хозяина. Она следила, как он готовит, читает, работает за столом. По утрам ложилась рядом с подушкой и будила его легким касанием лапы. Она словно боялась, что если отвернется хоть на миг, снова все потеряет. Томас понимал это и не прогонял. Он говорил с ней, рассказывал истории, иногда просто молчал, а она лежала рядом, слушала, мурлыкала и чувствовала себя в безопасности. Постепенно Хлоя начала играть, неожиданно для своего возраста. Она бегала за бумажным шариком, пряталась за занавеску, караулила солнечный луч. В ее движениях снова появилась легкость, а в глазах — блеск. Томас с удивлением наблюдал, как пожилая кошка превращается в веселого, живого котенка. Прошло несколько месяцев. Дом наполнился звуками мурлыканья и теплой, спокойной энергией. Каждый вечер, когда солнце садилось, Хлоя устраивалась у окна, глядя в сад. Иногда мимо пролетали птицы. Среди них попадались и воробьи, и она следила за ними внимательным взглядом, не пытаясь охотиться, а просто любуясь. Возможно, где-то в глубине души она вспоминала приют, решетки и то, как смотрела на проходящих мимо людей. Но теперь все было по-другому. Она больше не ждала, что кто-то придет. Теперь она знала. Она уже дома. Томас часто фотографировал ее и отправлял снимки тем самым волонтерам, которые когда-то спасли Сирену. Они радовались, видя, как она расцвела. Ее шерсть стала мягкой и блестящей, взгляд живым, походка уверенной. Хлоя стала настоящей королевой дома. Когда гости приходили, она выходила навстречу, мягко касалась их ног, а потом возвращалась к хозяину, как будто показывая: «Я выбрала своего человека, и он выбрал меня». Ее история стала символом надежды для многих. Волонтеры приюта рассказывали о ней новым посетителям, напоминая, что даже самые старые и тихие кошки ждут любви и способны подарить ее взамен. Ведь преданность не измеряется возрастом, а нежность не знает времени. И теперь, когда Хлоя лежала на диване, свернувшись клубком, а рядом тихо шелестел ветер за окном, она, возможно, вспоминала ту первую встречу через стекло, ту протянутую лапу, которая однажды нашла отклик. Жизнь снова обрела смысл, и сердце наполнилось покоем. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, если вы чувствуете, что где-то в приюте сейчас тоже ждет кто-то, протягивая лапу через стекло, не проходите мимо. Может быть, именно вы станете для кого-то спасением. Ведь чудеса случаются, когда мы отвечаем на зов сердца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте делиться добром. До новых встреч!